Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь простой ржаной немецкий хлеб. С вечера мы сделаем мочку и закваску. Мочку мы делаем из ржаного шрота. Если у вас нет ржаного шрота, то вы можете использовать ржаную муку максимально грубого помола. Шрот я использую крупный, который молю на своей домашней мельнице. Берем воду, растворяем в воде соль для того, чтобы предотвратить возникновение каких-либо процессов ферментации. Растворяем и вносим ржаной шрот. Как мы видим, ржаной шрот, когда он делается на домашней мельнице, то его фракция очень разнородна, потому что мы его не просеиваем, и поэтому у нас присутствует самая различная фракция от мелкой до крупной. Но основная часть, конечно, крупного шрота. Накрываем и оставляем при комнатной температуре примерно на 12 часов. Также с вечера сделаем закваску. Вот температура у меня 40 градусов для воды. Дело в том, что я использую стартер из холодильника, и его количество достаточно большое. И для того, чтобы задать правильную температуру закваски, используется вода 36, 38, 40 градусов. Вот мы видим, что как только мы внесли стартер из холодильника, который имеет температуру 5 градусов Цельсия, то вода уже сразу же снизилась до 37 градусов. Хорошо размешиваем. Вот, опять замеряем, мы видим, она уже снизилась до 35 градусов. То есть это вам нужно учитывать в зависимости от того, если стартер у вас берется непосредственно из холодильника, то вода должна иметь более высокую температуру, чем если бы стартер у вас был комнатной температуры. Хорошо взбиваем все венчиком для того, чтобы растворить его и также насытить кислородом. И затем вносим ржаную цельнозерновую муку. Мука у меня крупного помола. Если у вас мука мелкого помола, не страшно. Используйте ту цельнозерновую муку, которая у вас есть в наличии. Все хорошо перемешиваем и замешиваем на самой медленной скорости в течение 5 минут. Вот мы видим, температура у нас упала до 32 градусов, это прекрасно. В течение 5 минут делаем замес при помощи лопасти для того, чтобы насытить закваску кислородом. И выкладываем все в емкость, в которой закваска у нас будет стоять примерно 12 часов до следующего дня. Все выкладываем. Закваска у нас имеет очень густую консистенцию, как мы видим. Накрываем и оставляем до следующего утра. Вот я пишу время остановки закваски.
того, чтобы следить за временем. Оставляем при температуре примерно 23-25 градусов Цельсия. На следующий день сделаем тесто. Берем воду и смешиваем мочку, закваску, муку и воду. Вот, проверяем состояние закваски, проверяем кислотность. Делать это не обязательно, делаю я это только для того, чтобы показать наглядно, какая кислотность закваски достигается при соблюдении вот этих вот температурных и временных параметров. Выкладываем мочку. Также выкладываем муку. Мука у меня цельнозерновая, грубого помола. Если у вас мука будет мелкого, тонкого помола, то замес может быть несколько короче. Но так как у меня мука грубого помола, то я замешиваю в течение как минимум 20 минут при использовании муки. Тонкого помола вы можете месить короче, например, 10-15 минут, но не менее 10 минут точно. Помогаем себе лопаткой, потому что тестомесы такого типа, они не очень хорошо приспособлены для ржаных хлебов. В одном из постов я делала описание, где выкладывала фотографии тестомесов, с какими лопастями они обычно идут, которые используются для замеса ржаной муки. Но если таких тестомесов у нас нет, то мы используем крюк или, если это позволяет тесто, используем лопасть и замешиваем на самой медленной скорости в течение 10-20 минут в зависимости от фракции муки. Вот мы видим, что тесто у нас получается достаточно крутое, но суть состоит в том, чтобы оно у нас было связным и не распадалось на куски. Как это сделать? Это делается при помощи замеса, длительного замеса на низкой скорости. Проверяем готовность теста таким образом, что мы отщипываем кусочек и смотрим. Оно должно быть связанным, оно не должно распадаться на куски. И если мы сделаем из него лепешку, лепешка должна держать форму. Вот мы видим, что несмотря на то, что здесь присутствует и шрот, и мука грубого помола, тесто у нас имеет очень связанную консистенцию, и это на выходе даст нам мякиш, который будет возможно нарезать очень тонко, 3-4 миллиметра, и он будет эластичным, он будет гнуться, на него можно будет намазать все что угодно, и он не будет распадаться на куски. И все это благодаря тому, что мы создали тесто вот такой вот вязкости, что оно держит форму, когда мы делаем из него лепешку, и не распадается на куски. В этом состоит, если можно так сказать, секрет работы с ржаным тестом, особенно из муки грубого помола. Накрываем и оставляем на 15-20 минут. По прошествии времени делим тесто на две равные части. У меня
Каждая заготовка весит примерно килограмм 250 грамм, где-то вот так. Делим через весы на 2 равные части и формируем очень гладкие заготовки. Поверхность должна быть очень гладкой. Так вот, оглаживаем заготовку. Как я уже сказала, она должна быть полностью гладкой, связной, без каких-либо трещин, подрывов, расщелин и так далее. Украшаем эту заготовку на свое усмотрение. Я решила сделать один хлеб, покрыв его смесью из семян, а другой просто присыпав мукой. Вы также можете использовать ржаной шрот для того, чтобы обвалять заготовки полностью, вот как я обваляла в семенах. Вы можете обвалять в шроте. Можете ничем не покрывать. Делайте, в общем, на свое усмотрение. И выкладываем в 2 формы. Формы я, соответственно, смазала полимерами. Вы можете смазывать полимерами, можете смазывать растительным маслом, чем угодно, то, что работает в вашем случае. Выкладываем форму и утрамбовываем. Хорошенечко утрамбовываем таким образом, чтобы нигде у нас не оставалось никаких пустот. Как я уже сказала, я решила вторую заготовку испечь просто с украшением мукой сверху. Вкладываем и утрамбовываем. Присыпаем мукой. Можете присыпать шротом, можете присыпать семенами, можете вообще ничем не присыпать. И накрываем крышкой. Я вот накрываю сначала не полностью, для того, чтобы отслеживать подъем, а затем, когда хлеб поднимется примерно на 1 сантиметр до края, я полностью закрою крышкой. Оставляем на расстойку при температуре 28-30 градусов примерно на 50-60 минут.
выпекаем до температуры мякиша 98 градусов. Для этого делаем замер. Даем хлебу полностью остыть на решетке, а затем заворачиваем в кухонное полотенце и оставляем на созревание до следующего дня. Благодаря такой технологии хлеб получается очень связным, он не распадается на куски, его можно нарезать очень тонкими ломтиками, 3-4 миллиметра, вполне легко нарезается. Вот он гнется во все стороны, при этом не распадается, на него легко намазать все, что угодно. И все это благодаря тому, что мы использовали вот эту вот технологию, которую я показала в видео. И хлеб у нас получается вот такой вот очень-очень эластичный. Уважаемые подписчики, если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, ставьте лайки, размещайте ссылку на него в своих социальных сетях, а самое главное, пеките на здоровье.